Всем привет! Сегодня приготовим сразу 5 рецептов бутербродов на любой вкус. Первыми приготовим бутерброды мимоза. Приготовление максимально простое. На столе они выглядят очень красиво и необычно. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем ломтики батона. Подсушиваем батон с одной стороны до румяной корочки. Чтобы было быстрее, возьмите сразу 2 сковороды. Таким методом подготавливаем все ломтики батона. 2 вареных яйца разделяем на желток и белок. Белки трем на мелкой терке. Отдельно трем желтки тоже на мелкой терке. 1 вареную морковь трем на мелкой терке. В миску кладем 1 банку сардины без жидкости. Разминаем ее вилкой. У меня банка сардины весом 240 грамм. К рыбе добавляем тертую морковь и яичный белок. Заправляем примерно 2 столовыми ложками майонеза. Все перемешиваем. Начинка на бутерброды готова. Приготовленную начинку выкладываю на подсушенный батон. Бутерброды с начинкой кладем на блюдо. Этого количества начинки мне хватило на 16 ломтиков батона. Сверху на каждый бутерброд насыпаем немного тертого желтка. Этим мы имитируем цветы мимозы. Украшаем небольшой веточкой укропа. Бутерброды готовы. Бутерброды мимоза получились красивыми, оригинальными и очень вкусными. Готовится просто и быстро, с их приготовлением справится каждый. Вторыми приготовим бутерброды с творогом. Готовятся они сложно и из самых обычных продуктов. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Выкладываем ломтики батона. Подсушиваем батон с одной стороны до румяной корочки. По желанию подсушить батон можно без масла, на сухой сковороде или в духовке. Остывшие ломтики батона натираем чесноком. Два вареных яйца трем на мелкой терке. Пучок укропа измельчаем ножом. В миску насыпаем 200 грамм творога, тертые яйца, нарезанный укроп. Все немного солим. Перчим черным молотым перцем. Насыпаем 1 чайную ложку сладкой молотой паприки. Добавляем 2-3 столовых ложки майонеза. Все перемешиваем. Творог можно использовать любой жирности, я использовала 9%. Берем подготовленный ломтик батона и выкладываем на него начинку. Равномерно распределяем по всей поверхности. Этого количества начинки мне хватило на 12 ломтиков батона. Бутерброды красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды с творогом получились очень вкусными. В них прекрасно сочетается яично-творожная начинка и хрустящий хлеб с легким ароматом чеснока.
Третьими приготовим бутерброды с рыбой. Очень вкусные и необычные. Такие бутерброды никогда не задерживаются на столе. Они прекрасно подходят для подачи в любое время года, как на праздник, так и на каждый день. 2 луковицы нарезаем кубиками. Лук кладем на разогретую сковороду с растительным маслом. Пассируем до золотистости. Пассерованный лук снимаем на тарелку. Одну белую рыбу, в которой немного костей, чистим от внутренностей и моем. Рыбу нарезаем порционными кусочками. Большие кусочки еще раз разрезаем пополам. Я использую пикшу, но также отлично подходит минтай или хек. Нарезанную рыбу кладем в миску. Солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Рыбу обваливаем в муке со всех сторон и жарим на растительном масле. Когда подзолотится одна сторона, переворачиваем ее на другую. Готовую рыбу снимаем на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Оставляем ее, чтобы остыла. Пока остывает рыба, на сковороду кладем кусочки багета и поджариваем их с одной стороны. По желанию багет или батон можно подсушить в духовке или приготовить в тостере. Рыба уже остыла, отделяем ее от костей. Подготовленную рыбу нарезаем на маленькие кусочки. Рыбу кладем в миску и добавляем к ней пассерованный лук. Чем больше лука, тем вкуснее получается начинка. Все заправляем 2-3 столовыми ложками майонеза и хорошо перемешиваем. Готовую начинку выкладываем на поджаренные ломтики багета. Для более пикантного вкуса гренки из багета немного можно натереть чесноком. Мелко нарезаем укроп. Готовые бутерброды посыпаем измельченным укропом. Из этого количества начинки у меня получилось 18 бутербродов. Бутерброды с рыбой получились очень вкусными и сытными. Они отлично подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Готовятся несложно и на столе никогда не задерживаются. Четвертыми приготовим бутерброды с киви. Необычные и очень вкусные. Приготовление быстрое и несложное. Готовится буквально за 10 минут. Сначала приготовим начинку. 100 грамм сыра трем на мелкой терке. К уже подготовленному сыру выдавливаем через пресс 1 зубчик чеснока. Добавляем 2-3 столовых ложки майонеза. Хорошо перемешиваем. Приготовленной начинкой намазываем все ломтики батона или багета. Я использую уже нарезанный багет. Этого количества начинки мне хватило на 17 бутербродов. 2-3 киви очищаем от шкурки. Киви нарезаем кружочками. Киви для бутербродов подходит любое, даже немного недозрелое. На каждый бутерброд сверху выкладываем по кружочку киви. Так готовим все бутерброды. Большое блюдо украшаем салатными листьями. На него выкладываем приготовленные бутерброды. Бутерброды с киви получаются очень вкусными и красивыми. Готовятся быстро, буквально за 10 минут. Эти бутерброды никогда не задерживаются на столе.
Пятыми приготовим бутерброды, которые выручают в любой ситуации. Готовятся они всего 5 минут и отлично подходят как на каждый день, так и на праздничный стол. Сначала приготовим начинку. 2 вареных яйца трем на терке. Берем одну баночку консервированного тунца, сливаем с него жидкость и разминаем вилкой. Можно использовать тунец как в собственном соку, так и в масле. К тертым яйцам добавляем подготовленный тунец. Все немного солим. И перчим черным молотым перцем. Сюда же добавляем 1 столовую ложку майонеза. Все перемешиваем. Берем хлеб и нарезаем ломтиками. Я использую ржаной хлеб с семечками. Можно брать любой хлеб или батон. На ломтики хлеба выкладываем подготовленную начинку. Равномерно ее распределяем. Из этого количества начинки у меня получилось 14 бутербродов. Небольшой пучок зеленого лука мелко нарезаем ножом. Бутерброды красиво выкладываем на тарелку. Сверху посыпаем подготовленным луком. Бутерброды готовы, можно подавать на стол. Бутерброды с тунцом получились вкусными и сытными. Очень удобно, что они готовятся быстро. Такие бутерброды всегда выручают, главное иметь в запасе баночку тунца. Если вам понравились такие рецепты бутербродов, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.